Коничева! Нет, ну а что, приветствие получилось вполне в манере нового сезона, наконец-то стартовавшего 5-го сезона. Да, несмотря на то, что как таковой 5-й сезон стартовал еще около 2 или 2,5 недель назад, учитывая, что контент мы получили только сейчас, можно с уверенностью сказать, что и 5-й сезон стартовал тоже только сейчас. И давайте все это дело обсудим. Рад вас приветствовать на канале Realistic PS. Как и всегда, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Если вам необходимо срочно пополнить свой баланс в Steam или же прикупить новую игру на свой аккаунт, но вы не знаете, где это можно сделать, у меня есть для вас решение. KupiKod — это не просто сервис, а целая игровая экосистема, которая делает упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывает турниры и предлагает систему лояльности. У них самая низкая комиссия на рынке, и помимо пополнения, также на их сайте вы можете найти игры, которые недоступны для нас в Steam. Раздел «Недоступны в РФ». Здесь собраны все игры, которые пользователи не могут найти в магазине Steam, но благодаря KupiKod их можно приобрести на свой российский аккаунт, и не нужно в лишний раз париться с созданием новых профилей и прочими трудностями. В Steam уже заканчивается весенняя распродажа. Чтобы успеть запрыгнуть в последний вагон неведомой щедрости от Габена, прямо сейчас воспользуйтесь пополнением через сервис KupiKod. Пополнение аккаунта Steam на их сайте происходит в несколько действий, просто, дешево и безопасно. Все, что вам необходимо сделать, так это ввести логин, указать мой промокод и нажать «Оплатить». KupiKod не запрашивает данные от аккаунта, только логин, а поэтому все безопасно. А если вы используете именно мой промокод, комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Также через KupiKod можно пополнять казахстанские аккаунты Steam, а также другие регионы — Турция, Аргентина и так далее, по крайне выгодным ценам. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупку. Ссылка в описании. Спустя 2 недели после старта 5-го сезона он наконец-то получил свой файл обновления до той самой версии 3.4.0, которая ожидалась плюс-минус глобальной, и по сути такой и оказалась. Банально, если обратить внимание на вес обновления, то он составил от 10 гигабайт на некоторых платформах и до целых 60-50 гигабайт на других. Как всегда, из крайности в крайность. Но это говорит о том, что в игру были привнесены какие-то изменения, были перезаписаны файлы на некоторых платформах, из-за чего вес обновления невольно увеличился, но факт остается фактом, какая-никакая, но работа была проведена, и сейчас мы обсудим ее поподробнее. В лишний раз проговорю, что все изменения, которые Konami представили на своем официальном сайте в рамках отдельных статей, мы подробно разбирать не будем. Если хотите ознакомиться с ними, то, пожалуйста, сайт Konami в вашем расположении. Но наиболее интересные пункты для нас я все-таки отмечу и постараюсь обратить на них наше с вами внимание. В первую очередь это добавление 2 новых функций, одна из которых касается всех платформ, а вторая только одной платформы, а именно мобильных устройств. Начнем со второй функции, которая в свою очередь представлена для мобильных устройств. В частности, это возможность свободно перемещать игроков в схеме. Ранее на мобильных устройствах такой возможности не было. Что же касаемо другой функции, она касается уже всех платформ, и мобильных, и остальных. Это возможность устанавливать новые позиции для футболистов. По сути, возвращение старой функции, которая была некогда в 20 и в 21 частях PS. Каюсь, на момент записи этого ролика я не разобрался в ней поподробнее, поэтому, скорее всего, ознакомимся подробнее мы с ней в отдельном ролике. Но, насколько я понял, суть заключается в том, что новая позиция, которая проставляется, она будет проставлена достаточно рандомно, то есть игроки вроде как не смогут свободно выбирать позицию, которую хотят добавить для того или иного футболиста, и по сути это будет работать точно так же, как и с навыками, которые выбираются рандомно. Так и здесь будет выбираться рандомная позиция, которая будет, скажем так, усиливаться для того, чтобы игрок на ней смог сыграть. Также, что самое интересное, были немножко изменены взаимодействия игроков с главными тренерами, и при наличии в составе того или иного тренера, наподобие Гвардиолы или Клопа и остальных ребят, у некоторых игроков были увеличены рейтинги на плюс 1 пункт как минимум. Ну то есть случился этакий перерасчет рейтингов и с лишним плюсом для тех или иных футболистов. Этим плюсом подверглись, по-моему, не все футболисты и не со всеми менеджерами, но такие изменения были замечены. Ну и все, что перечисляется в статьях дальше, это графические изменения, обновление форм, добавление отдельного стадиона, того самого стадиона Pumas, о котором мы говорили в предыдущих роликах, и, естественно, изменение игрового процесса, о котором мы также рассуждали в предыдущих роликах. Со всеми изменениями вы можете ознакомиться на сайте Konami. Если мы будем разбирать каждый пункт по отдельности, то это займет уж чересчур много времени. Но, как обратили внимание сами Konami в отдельном трейлере, посвященному
этому пятому сезону они немножко переработали навесы, и теперь есть велика вероятность того, что игроки из навесов будут намного и намного чаще забивать гол головой. Хотелось бы верить, что это просто предубеждение, но пока что складывается такое впечатление. Что самое главное, разработчики отредактировали игровой стиль классическая десятка, и все игроки, располагающие этим стилем, должны немножко измениться в своем поведении на поле. Можно сказать, что они его даже починили, и условно Марадона теперь должен стать намного играбельнее. И в связи с этим в игре появился даже отдельный пак, посвященный классическим десяткам, в который вошли Дибала, Эдегар, Гюндаган, Жуау Марио и, по-моему, кто-то еще. Но факт остается фактом, стиль он был немножко отредактирован, он должен стать более-менее играбельным, и даже в честь этого выкатили отдельный пак. Также была отредактирована сложность ИИ, и на высоких сложностях искусственный интеллект теперь не должен передерживать мяч, как это было изначально, и теперь он также должен стать играбельнее. Это, конечно, далеко не все, что касается искусственного интеллекта, но, как по мне, это одна из самых важных составляющих игр против как раз-таки него. И очень хорошо, что она была исправлена. Немножко также обновили работу судей, и теперь Konami отмечают, что если будет возникать такая ситуация, когда происходит нарушение правил, но мяч все еще остается у вашей команды, и у вас есть неплохая возможность атаковать, то судья теперь реже будет давать свисток. И это на самом деле тоже радует, поскольку таких ситуаций было немало. Когда будущий мяч оставался у вашей команды, на вашем игроке сфалили, вы можете продолжать бежать вперед, но судья банально останавливает игру. Но что же касается онлайн составляющей, что же добавили для Dream Team, какие новые паки, новые ивенты, что же мы сегодня получили. И давайте обсудим это поподробнее. Получилось так, что пятый сезон, помимо так называемой доминации, также посвящен коллаборации с аниме-тайтлом Blue Lock, который вроде как является аниме про футбол, а поэтому тематическую коллаборацию плюс-минус можно назвать даже актуальной. И свое отражение она получила непосредственно в игре после сегодняшнего обновления. В частности, появился отдельный пак за 1500 золотых монет. Та самая карточка, о которой мы узнали еще на предыдущей неделе, благодаря китайской мобильной версии игры. И также стали доступны хайлайтовские карточки, также в коллаборации с этим аниме, и уже в свою очередь с другими футболистами. Они уже бесплатные и доступны за вход в игру и участие в ивентах. Повторю то, что написал в своем телеграм-канале. Если не подписаны, то подписывайтесь. По сути, представленные версии, они далеко не самые сильные. И несмотря на присутствие буста, который вроде как должен увеличивать скиллы футболистов, он работает только при полной сборке состава, а именно при сборке всех подобных аниме-карточек. Но для коллекции заиметь подобные карточки будет очень даже и неплохо, поэтому почему бы и нет. Также в игре обновились награды за прохождение круга почета. Спешу всех успокоить, то есть предыдущие награды, они никуда не пропадают. И если по сей день вы до сих пор не выкрутили там какого-нибудь Марадону или Коста Курту из первоначальной четверки, которая была доступна, она никуда не пропадает. Просто к ней прибавляются плюс еще 3 игрока, а именно Савич, Чалханоглу и эпическая версия молодого Джека Уилшера, который может сыграть и на ПЗ, и на ЦПЗ, и даже ОПЗ, с отдельным игровым стилем дирижер. В принципе, подгон, учитывая, что он бесплатный, очень даже неплохой. Спасибо, Konami. И, конечно же, новоиспеченная коллаборация не осталась без соответствующей новой кампании, которая также появилась в игре после обновления. Она также связана с этим аниме-тайтлом, и на протяжении последующих 2 недель, чуть ли не до конца 5-го сезона, эта кампания будет действовать в игре. За вход в игру мы будем получать по одной бесплатной крутке вот этого пака с анимешными карточками, с этими хайлайтовскими карточками. За участие в ивенте мы также получим парочку дополнительных круток, плюс очки опыта, ГПшки и даже отдельную форму. А выполняя цели в рамках этой кампании, мы также сможем заработать дополнительную валюту в виде золота, хоть и немного, тех же самых очков прокачки, ГПшек и даже аватарки. Ну и так, прочие изменения по мелочи. С новым обновлением наконец-то завезли новые фейсы для футболистов, в частности для некоторых новичков, которые перешли в новые клубы в это зимнее трансферное окно, например, для Витера Рокки. Обновили фейсы уже имеющимся игрокам, у которых до этого был фейс наподобие Габриэля Мартинелли. Ну, скорее всего, это было сделано в преддверии релиза его бигтаймовской карточки. То же самое, скорее всего, касается и Абрахама из Ромы и прочих подобных ребят.
Также база данных игроков пополнилась новыми футболистами, которые в будущем появятся в паках. Список не такой обширный, но тем не менее хоть какое-то плюс-минус разнообразие, наверное. По сути, это все те же самые футболисты, которые появились недели ранее в китайской версии игры. Просто на сей раз они добрались и до нашей глобальной версии. На своих экранах вы наблюдаете полный список новых игроков. Тут можно отметить нового эпического Александра Арнольда, Несту, Адриана, Жулио Сезара, Пайла Недведа, Снейдера, Хаби Алонсо, Луиша Фигу, ну и новые тройки, которые не было в игре до этого, а именно Тони Адамса, Ганза и Отдо из Милана. Ну вот, по сути, все, что с собой привнесло обновление 5-го сезона в этот четверг. И что можно сказать по итогу? В принципе, обновление неплохое. Возможно, оно немного не оправдало всю ту шумиху, которую успел обрасти за эти пару дней, не без помощи самих Konami, но, в принципе, возвращение старых механик, добавление чего-то нового, все это стало приятным удивлением. И, например, на ту же коллаборацию с Anime Title я смотрю не так скептично, как некоторые игроки. В принципе, учитывая, что разработчики японские, им это не чуждо, появление чего-то подобного в eFootball было вопросом времени, учитывая, как много времени Konami уделяет своим собственным национальным чемпионатам. Конечно, было бы здорово, если бы мы все это получили в первый день 5-го сезона, чтобы не было всего этого недопонимания, недовольства, хейта. Ну а как получилось, так получилось. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх. И обязательно подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все. Желаю вам всем приятной игры и удачи. Всем пока! No.